Всем привет из Мингорода! Мы на вечерней прогулке с Брюсом любуемся закатом солнца. Такой прекрасный закат, небо такое, краски, просто не передать словами. Но сегодня вечером мы совмещаем полезное с приятным. Мы идем, вот видите, вдалеке посередине зеленый островок. Это черешневая аллея. Мы идем есть черешню. На пути нам встретилась вишня, вот такое большое дерево. Внизу все ягоды собраны. Вот осталось тут несколько ягодок, наверное, нам оставили попробовать. Такие темные вишни, не крупные, но зато очень сладкие ягоды. Очень сладкие ягоды. Но мы идем дальше. Мы хотим попробовать черешню. Не знаю, осталось еще или нет. Очень хочется. Мы видели, как этот черешневый сад цвел. Были здесь, когда были зеленые завязи. И вот что мы видим. Мы видим уже спелые, переспелые ягоды черешни. Вот такая красота. Деревья здесь большие, они посажены на хорошем расстоянии друг от друга, поэтому все такие разлапистые. Вот стрелка, которая нам говорит, что мы выходим уже на эту черешневую аллею. Здесь мы видим, кто здесь живет и кто летает. Кстати, ежиков мы видели, а вот белочек еще не видели ни разу. Бирюзовый поводок – это поводок Брюса. Он уже не захотел сидеть на этой лавочке, сразу пошел собирать черешню. Видно, что на земле много черешни, которая опала, и спелая, и переспелая, и косточек много. Вот Брюс уже лакомится, а нам еще надо найти, где бы можно было сорвать черешню, потому что то, что я показываю, это очень высоко, и руками эти ветки не пригнуть. Вверху ягод полным-полно, а вот внизу все пощипано. Но мы нашли дерево, он опять же такой прекрасный закат. Нашли дерево, вот черешня. Она была посажена в 1955 году. Это 45 плюс 22. 67 лет ей, представляете, какое дерево огромное, просто огромное. Вверху ягод. Ой, лучше и не смотреть наверх, сколько там ягод. Но мы нашли сбоку ветку. Тут рядом растет шиповник. Наверное, никто не захотел колоться о шиповник. А мы нагнули эту ветку. Смотрите-ка, сколько ягод. Крупная, спелая, очень сладкая. И наелись от души, что называется. Нам этого хватило. Вот такие красивые крупные ягоды. Но вверху, повторяю, лучше не смотреть. Одни ягоды сплошные. И что самое интересное, никто эти ягоды не собирает. Представляете? Вот еще раз такой обалденный закат. Да, и вот по этой видеосъемке даже не скажешь, что сейчас начало 10-го. А мы гуляем, не просто гуляем, а еще и наелись черешни в это время. Вот наш ориентир, наша часовня, и мы идем домой, только по другой дороге. Шли и увидели войлочную вишню. Никогда не думала, что войлочная вишня может быть таким огромным деревом. У меня дома войлочная вишня – это куст. Вот такой, скажем, как шиповник. Ягода такая же мелкая, но у меня косточки и мелкие. Здесь косточки покрупнее. Но ягода, вот эта войлочная вишня, такая сладкая. От слова вот просто очень сладкая. Сочная, вкусная, сладкая, ароматная. Вот ел бы и ел. Здесь и внизу ягод полно. Эту ягоду и внизу никто не ест. Но мы еще и войлочной вишни попробовали. В общем, у нас сегодня такая прогулка. И урожай в этом году не только хороший на черешню и на вишню здесь, в частности в Мингороде, в Дудерштате, но и на яблоки. Все яблони усыпаны просто яблоками. А это вот деревянная скамейка и стол уже на входе в нашу деревню в Мингороде. Даже яблоня вся усыпанная. Вот. Ну а нам отдыхать некогда, уже поздно, идем домой. Говорим всем всего доброго, пока!